Многие думают, воспитать сына – это значит научить его драться, зарабатывать деньги, никогда не плакать. Но я скажу тебе кое-что другое. Сын – это твое самое честное зеркало. Он не слушает твои красивые речи. Он не запоминает твои правильные слова. Он видит каждую твою слабость, каждую твою ложь самому себе, каждый момент, когда ты сдался, и каждый, когда держался. Хочешь вырастить настоящего мужчину? Сначала стань им сам. Сегодня я расскажу тебе 5 уроков. Не из книг, из жизни, из ошибок, из того, что видел сам. Слушай внимательно, потому что второго шанса вырастить сына не будет. Первый урок. Не расти сына в теплице. Я понимаю тебя. Когда смотришь на своего ребенка, хочется убрать все препятствия, все острые углы, все падения. Хочется, чтобы ему было легко. Но послушай, что происходит, когда мы это делаем. Мы лишаем его хребта. Мужчина растет только через преодоление. Не через комфорт, не через легкость, через задачи, которые кажутся не по зубам, через падения, после которых надо встать, через моменты, когда страшно, но идешь. Если ты делаешь все за него, ты не помогаешь ему. Ты тихо говоришь ему, ты недостаточно силен, чтобы справиться сам. Это не любовь, это медленное разрушение. Давай ему задачи, настоящие, сложные. Пусть ошибается, пусть падает. Твоя задача – не подстелить соломку. Твоя задача – научить его вставать, потому что мужчина – это не тот, кто не падает. Это тот, кто встает каждый раз, особенно когда никто не видит. Второй урок. Самый важный из всех 5. То, как ты относишься к его матери, это фундамент его будущей семьи. Не слова, которые ты говоришь ему о женщинах, не лекции об уважении. Именно то, что он видит каждый день, как ты смотришь на нее, каким тоном отвечаешь. Встаешь ли ты, когда ей тяжело, или остаешься сидеть? Если он видит неуважение, он принесет это в свой дом. Если видит холодность, принесет холодность. Если видит равнодушие, принесет равнодушие. И однажды какая-то женщина будет страдать из-за того, что твой сын видел в детстве. Но если он видит другое, если он видит, как отец защищает мать, говорит с ней с уважением, замечает ее усталость, держит слово, он запишет это глубоко, навсегда. Покажи сыну, что сила мужчины не в том, чтобы подавлять, а в том, чтобы защищать. Уважение к женщине – это не слабость, это высшее проявление мужского достоинства. Третий урок. Твое «я верю в тебя» должно звучать громче, чем любая критика. Мир еще успеет ударить его. Поверь мне, жизнь найдет способ сказать ему: ты недостаточно хорош, ты не справишься, таких как ты много. Мир сделает это без твоей помощи. Дом – это единственное место, где он должен знать точно. Отец за моей спиной. Отец верит в меня. Отец видит меня. Не сравнивай его с соседским сыном. Не сравнивай с отличником из класса. Не говори: посмотри, как у других получается. Каждый раз, когда ты сравниваешь, ты говоришь ему: ты недостаточно хорош для меня таким, какой ты есть. Сравнивай его только с одним человеком, с ним вчерашним. Стал ли он лучше, чем был? Вырос ли он? Старается ли? Если да, скажи ему, вслух, прямо: я вижу, как ты стараешься, я горжусь тобой. Твоя вера – это его броня на всю жизнь. Мальчик, в которого верит отец, вырастает в мужчину, который верит в себя. А мужчина, который верит в себя, способен на все. Четвертый урок. Страх – это неуважение. Многие отцы путают эти два чувства. Дома тихо – значит уважают. Все по струнке – значит авторитет. Нет. Если сын боится твоего гнева, он не уважает тебя, он боится тебя. И это очень разные вещи, потому что тот, кого боятся, не слышит правды. Ему говорят то, что он хочет услышать. Перед ним притворяются, от него скрывают. Если сын боится твоей реакции,
Он научится мастерски тебе врать. Не потому что плохой, а потому что выживает. Но если он тебе доверяет, он придет к тебе с самой большой бедой, с самым страшным признанием, с самой тяжелой ошибкой. И вот этот момент, когда сын приходит к отцу и говорит правду, это самое ценное, что может быть между вами. Стань тем человеком, которому он первому позвонит, если что-то пойдет не так. Не другу, не улице, не чужому, тебе. Будь его тихой гаванью, а не штормом, от которого прячутся. Пятый урок. Последний. Тот, который узнают слишком поздно. Умей просить прощения у сына. Знаю, что сейчас многие думают, как это просить прощения у ребенка? Это же потеря авторитета. Нет, это обретение настоящего авторитета. Когда ты срываешься, а это случается с каждым, когда ты несправедлив, когда слова были слишком жесткими, когда ты пообещал и не сдержал, подойди к нему, посмотри в глаза и скажи: «Сынок, я был неправ, прости меня». 3 слова, которые изменят его навсегда. Потому что в этот момент он учится 2 вещам сразу. Первое — ошибаться — это нормально. Даже сильные люди ошибаются. Второе — признавать ошибки — это не слабость. Это высшая форма силы. Мальчик, который видит, как отец признает ошибки, вырастает в мужчину, который не боится быть честным с другими и с самим собой. А честность — это основа всего настоящего в жизни мужчины. Ответственность, уважение к матери, вера, доверие, честность — это не список правил, это не программа воспитания, это твоя жизнь рядом с сыном. Каждый день, в маленьких моментах, в обычных вечерах, в тихих разговорах перед сном. Воспитание — это не то, что ты говоришь, это кто ты есть. Когда тебя не станет, в нем останется твой голос, твои принципы, твоя любовь или твои ошибки. Каким ты хочешь остаться в его сердце? Подумай об этом сегодня, не завтра, сегодня. И напиши в комментариях, какое одно качество ты больше всего хочешь привить своему сыну. Я читаю каждый комментарий. Давай обсудим.